Сейчас зеркалом никого не удивишь, а раньше оно было символом роскоши и власти. Кроме того, с древних времен это таинственный магический артефакт, который помогает нашему миру поддерживать связь с потусторонними силами. Мы расскажем про всю их мистическую подноготную, когда зеркало может принести проклятие, когда впустить в дом злые силы, а когда даже убить своего владельца. А в конце вы узнаете, стоит ли бояться разбитого зеркала и как избежать проблем, если это уже случилось. Зеркала, как мы знаем их сегодня, были изготовлены из меди и горных пород, таких как обсидиан еще в Месопотамии и Египте около 3–4 тысяч лет до нашей эры. В середине 1800-х годов в Германии Юстус фон Либих разработал химический процесс для создания уже современных зеркал, которыми мы пользуемся повседневно. Благодаря их длинной истории существует множество суеверий, связанных с этим предметом обихода. Когда вы видите свое отражение, оно всегда перевернуто, и в древности считалось, что это своеобразное окно в альтернативный мир, где отражается ваша душа. Зеркала действительно считаются порталами в потусторонние измерения, связанные с нашей реальностью. Однако куда конкретно они ведут, зависит от множества факторов, включая историю их хозяев, обстоятельства создания, их местоположение в доме и, вероятно, даже времени суток, когда на них смотрят. Зеркала могут быть ключом к таинственному миру зазеркалья, где каждый обитатель питается эмоциями и убеждениями своего реального двойника. Размер зеркала сопоставим с шириной портала, который оно предоставляет. Зеркала похожи на накопители информации, способные записывать, передавать и даже отражать обратно в дом события и эмоции, которые происходят в нем. Они привносят тонкие отголоски потустороннего в наш реальный мир. Если в доме царит постоянная негативная энергетика, зеркало может впитать этот негатив и отражать его обратно. Это может воздействовать на атмосферу в доме и даже на покупки его обитателей. Недаром зеркала используются во множестве оккультных обрядов, позволяя наладить связь с потусторонним миром или получить ответы о будущем своего хозяина. Это не говоря уже про проклятия и прочие ритуалы, которые мы разберем дальше. Истории, связанные с зеркалами, удивительно разнообразны и находятся в культурах по всему миру. На Востоке они считаются гораздо большим, чем просто отражающий свет поверхности. Зеркала олицетворяют мистику и связь с божественными сущностями. Шаманы активно используют их для вызова духов и общения с иными мирами. В этих культурах зеркала также символизируют Луну и часто используются для контакта с ушедшими родственниками. Однако в большинстве культур зеркала изначально всегда бывают нейтральными, не неся ни положительной, ни отрицательной энергии. Они лишь инструмент, зависящий от намерений и энергии тех, кто ими обладает. Обычное домашнее зеркало тоже может накапливать энергетику событий, происходящих перед ним годами. Зеркала фиксируют в первую очередь те события, которые несут в себе эмоциональный заряд, будь то драки, насилие, скандалы или даже убийства. Особенно сильное воздействие оказывает на них смерть, произошедшая вблизи. Во многих религиях верят, что зеркало может захватить душу ушедшего. Поэтому принято закрывать зеркала в доме, где проходят 40-дневные поминки. В этот период, согласно поверьям, душа оставшегося в мире мертвых искала себе новое место обители и могла застрять в зазеркалье. Свидетельств, когда близкие видели покойного в зеркале, огромное количество. Зеркала также оказывают влияние на наше эмоциональное состояние и здоровье. Мы часто приближаемся к ним, чтобы поднять себе настроение или посмотреть на свои эмоции, покривляться или взбодриться. Однако они также способны усилить наше негативное состояние, отражая его в нашем облике. Многие эзотерические практики используют это свойство зеркал для воздействия на человеческое тело и эмоции. Если говорить про вызов духов, то многим с детства знакома пиковая дама.
Это одно из самых удивительных и мистических явлений, связанных с зеркалами. Ее имя привлекает и пугает одновременно, ведь с ней связывают надежды на предсказание будущей любви, но также и страх перед смертью, если что-то сделать неправильно. Легенда о пиковой даме передается из поколения в поколение, и ее вызов с помощью зеркала считается самым доступным ритуалом. Согласно этой легенде, она обладает способностью показать будущую любовь человека, но только при условии, что ритуал выполнен идеально. Достаточно иметь новую колоду карт да свечу с небольшим зеркалом, но вариаций призыва сотни, а в конце каждого пугающая запись: «Сделайте неправильно, пиковая дама вас не простит». Вот и призывай как хочешь. Интересно, что ученые проводили исследования в попытке разгадать происхождение этой легенды, но информация очень путанная и пересекается в разных культурах. Ссылки на пиковую даму и методы ее вызова уходят в прошлое. Упоминания есть даже в XVI веке. Судя по всему, дети уже тогда, играя с зеркалами, пытались установить связь с потусторонним миром, создавая эту загадочную легенду. Карты, и в частности пиковая дама в карточной колоде, ассоциируются с символами зла и врага при гадании. Это добавляет дополнительной таинственности этой легенде, делая ее еще более завораживающей. Еще одна история, которая непосредственно связана с зеркалами, это призыв Кровавой Мэри. И она тоже окутана множеством таинственных версий и мифов. Некоторые ассоциируют ее с жестокой королевой Англии Марией I, известной своими казнями, в то время как другие видят ее в роли ведьмы или девушки, попавшей в несчастный случай. На самом деле нет достоверной информации о том, существует ли дух Кровавой Мэри в Зазеркалье или в какой-то другой форме. Сама же легенда очень похожа на пиковую даму. Девушка при правильном подходе сможет увидеть своего суженого, но существует и риск. В отражении зеркала может появиться череп, который будет означать скорую гибель, без возможности ее избежать. Проведение ритуалов для вызова духов или какого-либо обряда, связанного с потусторонним миром, требует осторожности и может быть весьма опасным занятием. Настоятельно не рекомендуется проводить подобные эксперименты обычному человеку, поскольку они могут вызвать стресс и негативные эмоциональные последствия. Некоторые люди попросту сходят с ума, ведь зеркала могут показать то, чего не ожидаешь увидеть. Старайтесь избегать одиночества при проведении даже простейших обрядов. Всегда должен быть человек, который сможет подстраховать и прервать процесс. Но в целом лучше просто не заигрывать с зеркалами, ведь это принято считать настоящей магической практикой, даже если это детские ритуалы призыва. Кроме того, многие культуры и религиозные традиции считают такие практики опасными и нежелательными. Важно также обратить внимание на этические и культурные аспекты, связанные с магией и эзотерикой. Ну и старайтесь относиться скептически ко всему, что сможете найти касательно призывов и приворотов, ведь записи в социальных сетях вряд ли помогут связаться с вашими близкими. А дальше мы расскажем вам вполне реальную историю, которая покажет вам, насколько зеркала бывают опасными. В 1997 году во французских газетах появилась странная история, связанная с антикварным зеркалом в золоченой барочной раме с надписью «Луи Арпо, 1743 год». Ассоциация антикваров предупредила любителей старины о том, что это зеркало было украдено у французской полиции и что оно может быть опасным для тех, кто в него посмотрит. Мало что известно о мастере этого зеркала, но исследователи выяснили, что его почти казнили за использование магии. Но связи со двором короля Людовика XV спасли его от этой участи. Вокруг зеркала Арпо произошло несколько загадочных событий. В 1766 году банкир по имени Киракос Ганзакетце приобрел это зеркало, но затем исчез вместе с кучером, пытаясь подарить его своей родственнице. Ни дома, ни в округе не было найдено никаких следов этих двоих, они просто испарились. В 1853 году
Зеркало было подарено Лауре Ноэль, которая упала мертвой после одного взгляда в него. При вскрытии установили, что причиной смерти было кровоизлияние в мозг. Зеркало хранилось на складе французской жандармерии до конца Второй мировой войны, пока маркиз де Форнароли, который был вхож в элиту Третьего рейха, не решил подарить его своей возлюбленной. Его жена исчезла без следа уже на следующую ночь. Ее не нашли, даже задействовав гестапо. Понятно, что есть много скепсиса в адрес любых потусторонних вещей, поэтому мы просто обязаны рассказать, как ученые объясняют подобные события. Истории о призыве духов и их связи с летальными исходами часто распространяются как страшилки, особенно среди детей. Однако нет документированных случаев, когда сущность, появившаяся из потустороннего мира, вызывала смерть перед зеркалом. Обычно трупы людей списывали на инсульт, инфаркт и прочие классические болячки. Мистические образы, видимые в зеркале, могут быть результатом визуализации, вызванной психологическими факторами. Эксперимент, проведенный в Италии с участием 50 человек, подтвердил, что в темной комнате при определенных условиях люди могут начать видеть разнообразные образы, включая собственное деформированное лицо, родителей и мистических существ. Это объясняется особенностями восприятия нашего мозга. Ритуал нахождения перед зеркалом в темной комнате с использованием свечи может действительно вызвать у человека страх и породить иллюзии. Наш мозг способен мощно отвечать на испуг и визуализировать его. Верить или нет, что существует что-то потустороннее – дело каждого, но дыма без огня не бывает. Поэтому предлагаем поговорить о том, что из себя представляют сглазы и проклятия с помощью зеркал. Порча через зеркало представляет собой мрачную и опасную практику, которая связана с попыткой нанести вред другому человеку через использование отражающей поверхности зеркала. Эта форма черной магии и практикуется в крайних случаях, когда другие средства или методы кажутся недостаточными или неэффективными. Такие черные обряды обычно проводятся ночью втайне от посторонних, и они могут иметь серьезные последствия как для того, кто их осуществляет, так и для цели порчи. Этот вид магии обладает темной и разрушительной энергетикой, и его использование считается негативным и морально неприемлемым. Практики, связанные с порчей через зеркало, часто сопровождаются верованиями о том, что они могут ослабить цель порчи, сделав ее подконтрольной или подчиненной. Однако такие действия сказываются на карме и могут привести к серьезным последствиям для инициатора, ведь зеркала запоминают все, отражая это со временем. Важно подчеркнуть, что подобные практики нарушают человеческие правила созидания и сострадания. Многие культуры и религиозные традиции стремятся предотвратить или запретить использование черной магии и порчи. При возникновении конфликтов или проблем рекомендуется обращаться к мирным и конструктивным способам и методам решения проблем, а также обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, таким как психологи, юристы или духовные руководители. Отдельно хотелось бы поговорить о том, что, по мнению многих эзотериков, не стоит делать с зеркалами, если вы не хотите усложнять свою жизнь. Не смотрите в зеркало ночью. Это ассоциируется с созданием портала для потусторонних сущностей и потенциальной угрозой от духов. Особенно опасен интервал с полуночи до 3 часов ночи, который называют часом дьявола. Избегайте негативных слов. Вблизи зеркала не следует выражать негативные эмоции или думать о негативных событиях, так как они могут усилиться и влиять на вашу жизнь. Избегайте упоминания болезни, ужаса, глупости, несчастья, страданий, одиночества, бедности и самокритики. Не дарите зеркало. Зеркала могут использоваться в различных ритуалах, включая черные, и поэтому их следует принимать с осторожностью. Если вам подарили зеркало, можно попробовать очистить его, помыв в проточной воде и вытерев насухо. Также можно хранить его в коробке с солью на протяжении 3 дней и затем промыть соль и само зеркало.
Не смотреть на свое дитя через отражение. Дети имеют более нежные энергетические поля, и злые сущности могут оказать на них негативное воздействие. Родителям детей до 5 лет следует проявлять особую осторожность. Не смотритесь в зеркала парой. Оно не только отражает наш облик, но и наши мысли, поэтому считается неудачей смотреться в него вдвоем. В таком случае вы не сможете ничего утаить от своей второй половины, либо рискуете узнать то, чего не стоило бы. Не размещайте зеркала напротив кровати. Зеркала, особенно те, что видят вашу постель, нужно закрывать ночью, ведь после полуночи они становятся своеобразными порталами между мирами, и смотреть в них во сне опасно. В лучшем случае вы получите постоянные кошмары. А теперь поговорим про самое известное суеверие, которое есть в десятках различных культур. Разбитое зеркало считается плохим знаком и связывается с различными предрассудками по разным причинам. Одно из суеверий гласит, что стоит ждать 7 лет несчастья. Это число имеет особое значение в нумерологии, а также в религиозных и культурных представлениях. Например, древние римляне верили, что отражающие предметы могли заключать в себе души и даже злых демонов. Поэтому, когда зеркало разбивалось, считалось, что все эти негативные сущности освобождались и преследовали виновника целых 7 лет. С другой стороны, римляне также считали, что жизнь человека разделена на 7 циклов, каждый из которых имеет свою особенность. Например, первые 7 лет – это возраст развития, а следующие 7 лет – возраст разума. Когда зеркало разбивалось, считалось, что этот цикл прерывался, и в жизни человека возникала пустота, которая продолжалась ровно 1 цикл. Как избежать считающегося неблагоприятным проклятия? Если вдруг у вас случилось несчастье, и вы умудрились разбить зеркало, первое, что нужно сделать – сохранить позитивное отношение к случившемуся. Лучший способ избежать 7 лет неудач – не давать себе поверить в проклятие, ведь именно настрой человека непосредственно влияет на его энергетику и защиту от проклятий. Если вы хотите провести ритуал для того, чтобы избежать негативных последствий, существует несколько простых методов. Например, можно бросить щепотку соли через левое плечо, что символизирует отторжение от себя негатива. Другой вариант гласит, что можно поместить крупный осколок разбитого зеркала под свет полной луны и после этого забыть про проклятие. После проведенных ритуалов следует немедленно избавиться от него, аккуратно завернув в темную ткань. В противном случае зеркало может вызывать негатив в помещении. Но помните, что убирать осколки стоит в перчатках, а руки аккуратно промыть под проточной водой, чтобы не осталось никаких мелких осколков. Многие хватают голыми руками, а потом вздыхают про проклятие, порезавшись по собственной глупости. Зеркала обросли мистическими историями, суевериями и таинственными обрядами. Сейчас уже не разобраться, что из этого правда, а что детская страшилка. Но то, что зеркала обладают собственной необъяснимой энергией, глупо отрицать. А на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр, берегите свои зеркала и до встречи в следующих видео. Пока!